Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп на 2024 год. События 2024 года. Как изменится моя жизнь. Давайте узнаем, что думают по этому поводу карты. И это у нас будет год дракона, если по восточному или китайскому календарю. А также в 2024 году Плутон окончательно поселится в Водолее. И вот эти два события, они вообще по сути одно единое целое и говорят нам в первую очередь о реформах. Но еще в 23 году Плутон делает реверансы, выходя из Козерога, потом возвращаясь обратно, а уже 24 год это уже программа на 20 лет, ориентировочно до 43 года, когда будут претерпевать в событиях, которые нас именно окружают, или обстановка, в которой мы находимся, она будет меняться. И это будет вторично где-то нас заставлять принимать какие-то решения, делать свой выбор. Но также и дракон, если мы говорим, вообще дракон это сильный, мудрый и честный, это все характеристика, где-то может быть импульсивный, но это дракон тот, кто надеется сам на себя в первую очередь. И считается, что дракона можно обмануть только один раз, и в гневе он страшен, и тут в этом значении тайное станет явным в последующие годы, поэтому нужно быть очень аккуратному. Это как и мы можем узнать то, что от нас скрывали, так и о нас тут тоже что-то может выплыть наружу, и то, что мы думали, уже завершилось. Здесь как раз нам о себе в последующие годы может снова дать знать, и нам какие-то вопросы придется решать. Поэтому максимально закрыть какие-то гештальты лучше в 2023 году определенно. И если мы говорим дракон, бытует такое мнение, что дракон может пойти даже на какое-то опасное дело и выйти победителем, причем пойти в одиночку, потому что есть такое волшебное свойство. Дракон, как птица Феникс, он всегда восстанет из пепла. Дракон – мифическое животное, по сути дела, это тот, кого нет, но в то же время само по себе значение этого животного ознаменуется как небесное могущество и влияние. То есть какие-то, ну, наверное, высшие силы, небесная канцелярия, или назовите это как обстоятельства, или события той обстановки, в которой мы находимся, они так или иначе будут на нас оказывать влияние. И 24 год – это время задавать себе вопросы, те, куда я иду, какого качества жизни я хочу достичь, принимать важные решения, делать важный выбор. Некоторые ситуации, конечно, от нас потребуют силы воли и мужества, что очень характерно хозяину года. Плутон в течение года будет нам навязывать как будто какую-то необратимость. И под влиянием его невозможно изменить этот курс. Давайте узнаем, что думают карты. Сегодня у нас 3 колоды, и мы зададим конкретные вопросы, и они будут касаться именно событий 2024 года. Позже я сделаю по 12 домам гороскопа для каждого знака зодиака, где мы по сферам вот более подробный такой развернутый прогноз на 2024 год посмотрим. А сейчас, что же за события? Немножко забежим вперед. Мне интересно, я думаю, вам тоже. Итак, первая колода у нас золоченое таро. И первая карта – важное событие. Чем запомнится мне этот год? Что нового войдет в мою жизнь или какое совершенно новое событие, может быть? Что начнется в этом году, мои дорогие стрельцы? Какие неожиданные события могут быть в моей жизни в 2024 году? И на колоде Таро иллюминатов мы с вами продолжим и достанем первую карту. Она будет называться «Радостное событие», что меня порадует, что меня вдохновит, что будет в мою пользу. Давайте так узнаем. Может быть, что решится. Или есть возможность что-то изменить. Каковы энергии?
Что мне будет помогать? Давайте вот такую карту достанем. И, конечно, что может препятствовать? И у нас еще осталась одна колода, 78 дверей. И после мы откроем и зададим такой вопрос. Какие двери будут передо мной открыты? Или что я смогу осуществить? Давайте узнаем, что же важного. Какое это будет важное событие. Прекрасно. Тройка жезлов. Вы знаете, мои дорогие стрельцы, а вы ведь можете не остаться надолго в том месте, где вы сейчас находитесь. Очень часто по этой карте наш планируемый переезд. Или это не значит, что вот вы сейчас планируете, так переедете, а если не планируете, так не переедете. Тут может быть и спонтанность. Мы говорим, что метаморфоза этого года нас заставляют держать руку на пульсе, значит, какие-то события могут сложиться таким образом, что вы внезапно для самого себя примите решение, что все, я здесь больше не останусь, я буду переезжать. У кого-то это будет обусловлено предложением по работе. И по этой карте тоже проходит, когда новые берега, новые возможности, как сделать карьеру, попробовать себя или начать вообще какой-то бизнес, или сменить сферу деятельности. У кого-то, может быть, работа, связанная с перемещениями, это тоже проиграется. Это всегда новые берега, которые нас манят и зовут, когда вам захочется вот какого-то драйва, просто не сидеть на месте, а быстрее что-то изменить. Вот вы знаете, по этой карте идет абсолютно точно вдохновение, желание к переменам и, знаете, желание самого вот этого драйва. Я не хочу сидеть или ощущение в болоте, чтобы у меня, ну, проститься с ним раз и навсегда. И если прежде были какие-то выжидательные позиции, то здесь вас, наверное, небесные силы будут подталкивать как к принятию решений, так и буквально, может быть, большей активности. И здесь ведь этот на какой-то момент нам только показан человек, он как будто, знаете, последний штрих в своем сознании проводит, на какой же корабль я запрыгну, или что я буду в первую очередь делать. И по тройке жезлов это карта нашей уверенности, и когда у нас все под контролем. Вот при такой сильной позиции мы что-то новое либо начнем, либо переедем, либо мы, может быть, и продолжим осуществлять, но все равно это будет с позиции каких-то новых обстоятельств, возможностей и прогресса в том числе. Прекрасные перспективы, мои дорогие стрельцы. Давайте мы узнаем, что же новое войдет. Или каковы новые, правда, новые события. У кого-то это может ознаменоваться буквально, ну, напрямую не говорят, но появлением ребенка все-таки по жезлов. Или для кого-то рождение новой идеи. Или какой-то новый проект вы начнете. Или новый человек, мои дорогие, тоже может войти в вашу жизнь. Действительно, у кого-то проиграется как конкретная персона, а у кого-то либо тема в работе, может быть, в бизнесе, или ваш внутренний инсайт, для кого-то это будет творчеством. Потому что по жезлы – это огонь, это ваша энергия. Это когда мы горим начать какое-то дело, или чем-то заниматься, и понимаем, что для нас в этом есть как и прогресс, как и на долгий срок. Вдохновение, так нам как будто еще и по пажу жезлов пространство помогает в том плане, что мы найдем нужную информацию, перед нами нужные двери откроются, может быть, нужных людей мы встретим. Тут действительно как, знаете, как вот, наверное, если мы говорим про светофор, да, зеленый свет для нас горит, и это в целом нам помогает. Сама по себе карта пажа как раз и говорит о новых событиях, о новых начинаниях, о новом творчестве или о новом бизнесе у кого-то так. Давайте неожиданные события мы посмотрим, мои дорогие. Чего бы ни касалось, ваш путь к солнцу. Вообще можно было бы прекратить гадание, если в неожиданностях у вас радость, счастье, приятности, может быть, любовь у кого-то. Это старший аркан, и он великолепно проигрывается во всех сферах жизни. Ну, что может быть лучше на целый год в неожиданностях достать карту Солнца? Поэтому приятности и вот то значение, что я сказала, как будто пространство Вселенная вам будет помогать. И это будут новые возможности. Самое главное – быть легким на подъем, ни от чего не отказываться и выйти судьбе навстречу, мои дорогие. Вы должны быть счастливы. Вот о чем вам говорят карта. Как и начать что-то новое, как и оставить прошлое в прошлом. И просто шагнуть, наверное, навстречу самому себе в будущем. Протянуть самому себе
руку помощи из будущего и поверить, что самое прекрасное, оно еще меня ждет впереди. И так оно и будет. Радостные события смотрим, правда, от вашего решения. И нам придется не раз делать выбор, я об этом сказала. Ну вот позиция планетарная, ну и сам по себе все-таки можно и не верить в восточную астрологию, но проигрываются по годам. Это точно. И для кого-то это будут вообще в год дракона переезды. Они даже не только для тех, кто рожден в год дракона, а они для большинства могут проиграться. И иногда туз мечей, какое-то важное наше решение, молниеносное решение, и мы куда-то отправляемся, как будто к новым вершинам. Более того, у нас меч коронован, и мы можем так быстро отправиться. Мы, кстати, по тузу мечей от чего-то и откажемся. И если прежде было сложно отказаться, нас словно магнитом действительно что-то удерживало из прошлого. И мы бы рады были его забыть. А нас оно как-то тяготило. И вот, ну, какие-то обстоятельства, может быть, у вас были незавершенные, как гештальт, мы говорим, да? А тут нет. Меч обоюдоострый нам показан, как будто отсекает он то, что справа, слева, то, что уже не нужно, то, что уже не имеет значения. И он коронован, потому что мы идем вперед, и мы достигаем успеха или получаем желание от нашего важного решения. Это как путь наверх, путь вот к этому солнцу. И что нас порадует? Вот, видимо, будут как наши действия какие-то очень правильные, так будут и события, ведь это может быть какая-то информация, может это и ваше внутреннее какое-то осознание, или то, что мы называем инсайтом. Но значит, на что вы решитесь? Вы в последующем себе скажете спасибо. Вот это нас будет радовать. И, видимо, большинство, может быть, ситуаций, которые будут разворачиваться в 2024 году, мои дорогие стрельцы, они будут не просто так вам даны, они вам будут даны для каких-то действий. Будьте внимательны, потому что практически любое событие вы можете перевернуть к своему солнцу. Вот как раз сочетание этих карт. Что нам будет помогать? Ну, вот карта жадины, да? Я бы сказала так, это карта якоря. Когда мы стремимся свой якорь как будто в новых условиях подстроить. Или создать вот эту подушку безопасности. И ведь ни одна карта нам здесь сказала о том, что изменения как раз-таки будут. У кого-то с переездом вы буквально будете отстраивать новое жилище, может быть, это будет вопрос, какие-то материальные вопросы, вопросы нашего благополучия, когда мы все держим под контролем. Я бы не сказала, что мы здесь глобально что-то задерживаем, но тем не менее помогать нам будет какой-то математический просчет, это точно. Помогать нам будет конкретно, если по этой карте четверка пентаклей, деньги, значит, где-то не о тратах говорит эта карта. Карта, наоборот, говорит, сохраняй деньги, впереди перемены. Ну, наверное, мы, когда будем просчитывать где-то от и до, думая о том, что завтра обстоятельства изменятся или ситуация, в которой мы находимся, обстановка, и нам придется даже вот, может быть, куда-то собраться, и мы должны быть ресурсны. И ведь это не только у нас пентакли, это вообще ваша способность делать какую-то работу. Вы же все равно чем-то занимаетесь или что-то умеете лучше всех. И вот, значит, вот ваш какой-то профессионализм или в чем-то экспертность вы можете приложить и сделать из этого деньги. Поэтому сохраняем где-то свой статус, сохраняем то свое умение, которое нам помогает зарабатывать деньги, ну и где-то просчитываем финансы так вот логически и математически тоже. По крайней мере, это значение помогает, значит, будем внимательны. Давайте мы посмотрим, а что нам может помешать, когда вы будете медлить, когда мы где-то можем ожидать. Хотя по семерке пентаклей здесь могут быть те ожидания, которых мы частично не изменим. Но нам, видимо, может показаться, что я на эту ситуацию не влияю. А на самом деле нужно будет принять решение. Только вы, мои дорогие стрельцы, наверное, логикой и здравым смыслом должны оценить, могу я каким-то образом изменить
те или иные обстоятельства или ту или иную ситуацию. И если да, значит нужно менять. И если действительно обстоятельства какой-то непреодолимой силы, значит мы должны какой-то альтернативный путь все равно находить. Нам придется словно неведомыми тропами какими-то пройти или как-то принять новые формы действий, которыми раньше мы не пользовались, потому что перемены нас могут к этому проталкивать. И для кого-то будет, знаете, как будто Вселенная будет нас к чему-то направлять, чтобы мы решили вопрос каким-то другим путем. Но, видимо, мы сами себя можем притормозить, где-то подумать про прежний опыт и потерять практически время. Поэтому где нужно, мы должны действовать, а где действительно видим, что вне нашего влияния находится ситуация, значит тогда какой-то альтернативный вариант мы все равно должны искать развития событий или нашего как-то воздействия на то, что мы не можем изменить. То есть есть все время движение, нет статики сама по себе. Статика, какое-то торможение нам может каким-то образом осложнить жизнь. Хотя ведь все остальные карты, они нам как раз говорят не о том, что это мы ускоряемся, есть какая-то динамика. Значит, вы в своих энергиях будете весь год где-то. И значит, больше, наверное, активности, нежели какой-то паузы, это предполагает уже карта. Давайте мы узнаем. На колоде 78 дверей. Какие же двери будут открыты передо мной в 2024 году? Иными словами, какие возможности? И в этой колоде ключевое значение двери и сам по себе ключ. Открыты двери или закрыты? Вот давайте, что будет передо мной открыто? Но завершение окончательной ситуации, какой-то закрыть, какой-то гештальт, это определенно точно, словно излечение. Значит, знаете, то, что вы не можете какое-то время, может быть, отпустить из прошлого, обстоятельства вас, жизни закрутят таким образом, что вы забудете об этом думать. Вы излечитесь буквально. У нас человек как будто принимает процедуры. Может быть, это и болезненно. У нас иглорефлексотерапия показана конкретно, иглоукалывание. Поэтому человек как будто терпит, он понимает, что вот эта процедура необходима, чтобы он был более здоров. И для кого-то из вас буквально проиграется, и это десятка мечей, обычное значение, когда мы закрываем и оставляем прошлое в прошлом, закрываем вот эту своеобразную дверь. И здесь как раз подводим итог, тот, который есть. Окончательно излечиваемся. И вот это, наверное, прообраз той птицы Феникс, которую вам придется стать, оставить что-то позади и, не оборачиваясь назад, продолжить путь к своему солнцу, мои дорогие стрельцы. Вы будете стоять на выборе, таком неоднозначном, видимо, какие двери откроются. Вы сами откроете двери. У вас будут, как и, может быть, события этого года вас к чему-то, опять в очередной раз говорю, подталкивать. Может быть, это будет выглядеть из области рационального, важно это рассмотреть. И поверьте, будет, наверное, основная ваша задача не отказаться от чего-то. Вот на этой карте очень образно показана монахиня, которая сама открывает двери, а на пороге плачущий малыш. Понятно, что она не оставит его в холоде, в луже воды и маленького, беззащитного. Но это совершенно не то, что входит в ее планы. Может быть, эта женщина, которая нам нарисована, долгое время хотела стать матерью, но потом судьба сложилась таким образом, что ей пришлось принять какую-то реальность, и она ушла в монастырь. И прошло время. И то ее желание, которое, может быть, было в каком-то глубоком детстве, в юности, оно теперь как будто вдруг исполнилось. Но прошли годы, и она настолько изменилась, и сейчас ей как будто пространство вот дает такой подарок судьбы, а она не знает, что с ним делать. Вот такое замешательство у вас может быть. Может быть, обстоятельства так сложатся. В целом, карта нам говорит о том, что мы должны рассмотреть для нас нечто очень важное, которое поначалу выглядит совершенно в наши планы не входящим. Мы от чего-то не должны отказаться
И что-то мы не должны упустить. Это, если хотите, очень важный выбор в вашей жизни, развилка судьбы. Или вот это солнце, которое нам может преподнести, словно Вселенная, а мы станем вот так на пороге, разведем руки и не будем знать, что с этим делать. Я бы сказала, ни от чего не отказывайтесь, соглашайтесь на все. И кто знает, там дальше видно будет, потому что карты нам, видите, обе говорят о том, что есть какое-то излечение, возрождение буквально. Видимо, какие-то тяжелые эмоции у кого-то из вас. Может быть, у кого-то связаны с предательством, может быть, у кого-то с какими-то разрушениями, которые именно вашей судьбы коснулись. Но значит, надо через это болезненное очищение, излечение пройти и просто смотреть в будущее. Я бы даже не сказала, что с оптимизмом, а просто смотреть в это будущее внимательно, чтобы не пропустить для себя чего-то очень важного. Что я могу осуществить в 2024 году? Ну, если мы будем бездействовать, вот нам об этом карта четверка кубков, то где-то мы ничего и не осуществим. Мы так и застрянем где-то. Ну, наверное, как у Бродского, «Не выходи из комнаты», есть такое стихотворение. Ну, там как раз об обратном, что если мы ничего не предпринимаем в нашей жизни, ничего не меняется, и от наших действий будет зависеть наше качество жизни. Самое главное не застрять. Почему нам и говорят движение? И тут ведь тоже семерка пентаклей. Как бы что нам может помешать? Да стопор какой-то у нас, если мы сами вот где-то себя в него, ну, так искусственно поместим. Или в мыслях начнем углубляться во что-то. Или думать, надеяться, что ситуация какая-то решится сама. Нет, этого не произойдет. Вот, в общем-то, такой будет итог, вот что мы осуществим. Так, хорошо. А если мы будем активничать? Туз мечей. От нашего решения мы решим какой-то, как и важный вопрос, выйдем из этого лабиринта, наверное, сложного. Для себя эта карта очень положительная, потому что она как будто для нас совершенно открывает новые возможности. Это, знаете, как сделать квантовый скачок. Вот в этой карте нам показан лабиринт. И вот он, этот меч. Как будто мы принимаем, ну, настолько важное одно, может быть, решение. И это для нас откроет совершенно другую, словно вселенную, новые грани какой-то реальности и, главное, наших возможностей. И что мы можем осуществить? Да практически все. Перекладывайте на себя, мои дорогие, вам только к солнышку. И будьте счастливы и любимы всегда.